кто-то говорит, что в крови есть бензин. А я знаю чувака, у которого в бензине присутствует иногда кровь. Подъехал к его гаражу, смотрю, что DC5 претерпело некоторые изменения, поменялось лобовое стекло. Смотрю, что виднеется зад черного автомобиля, на котором гоняет этот парень. И этот парень сказал, что он буквально вчера купил новый автомобиль. Мне очень интересно посмотреть, что это за автомобиль. Вернее, я уже знаю, что это за автомобиль, но мне интересно показать его вам. То, что мы увидим сейчас, это будет, вернее, это уже и есть загадка для меня. Пойдем. Белая, маленькая, очень злая. Я помню этот автомобиль с передачи Top Gear, когда Джереми Кларксон гонял, испытывал вот эту вот штуку, и она была дико неуправляемая, потому что здесь 300 лошадиных сил под капотом. Для переднеприводного автомобиля горячего хэтчбека это много. Вы все помните, что Олег любитель JDM. JDM это переводится как Japanese Domestic Market. Это тачки 80-х, 90-х годов, да, Олег? 2000-х годов. Это те машины, которые делали, когда вот были еще настоящие механики. Там не было много электроники, они были надежные, да? Классные машины. И вот я смотрю на эту машину и понимаю, что вот есть JDM, а есть вообще не JDM. И тем не менее, это очень крутая тачка. Ford Fiesta ST. Ты ее купил задешево. Я знаю за сколько, но говорить мы не будем эту цифру. Ладно? Хорошо. Какой план на эту машину? Может починить, продать, или починить, сам ездить, или не чинить, просто вот так вот продать. Что с ней? Actually, nothing. Это просто там spark plugs, они чуть-чуть мокрые, потому что они очень старые. Он 4 года их не менял. И там он бензин не может, там can't give a spark to the gas. So he keeps on getting it wet, it's really hard to start. So after changing the spark plug, it should be okay. Ты их еще не менял? Нет. Ты ее забрал вчера или сегодня? Вчера. Вчера. Слушай, если здесь только нужно поменять свечи, spark plugs, то это мега находка. Если просто там engine надо сделать, also jackpot. Это двигатель в стоке или нет? Нет. Stage или Stage. ECU или вообще ничего не знаешь? Ничего не знаю, потому что я просто ее взял и все. Ребят, вот знаете, есть люди, ну опять же, я возвращаюсь к тому, что у кого-то бензин в крови, у кого-то в крови в бензине крови не обнаружено. Вот это про Олега. Вот я на нее смотрю и понимаю, что я хочу на ней ездить. Это прям... Она должна пулять так, как сумасшедшая. Но вот если бы я на нее сел, и она не завелась, я бы для себя сделал вывод, что ну его нафиг. Она была черная? Да. Вот здесь все черное было. И потом ему не нравилось, и он... А что с ней делать? Заново наклеить черную или оставить белую? Я смотрел эти машины, 70-80 тысяч стоят. 2013. 13-й? Он умер. Ага, да, вот. Кстати, вот чем крут вот этот проект, это один хозяин на машине. А сейчас она на нем или на тебе? Или на чем? На моего друга. Моего друга. Ребята, вот сразу же, Олег, тебе сразу же скажу, ты человек курящий, ты, наверное, не замечаешь, а я прям... Ты дверь открыл? Я давно не курил. Мне кажется... А ты бросил курить? Почти, да. Из машины... Мне кажется, что в машине был бар, ресторан. Машину точно нужно будет мыть, прям очень серьезно. Очень. Заведешь? Могу попробовать. Spark plug.
Короче, ребятки, под капотом все красиво. Вот знаете, есть такое бывает, что берут и чистят, да, и приводят все вот подкапотное пространство в состояние конфетки. Нет, здесь не конфетка. Здесь видно, что он был как двигатель, так и есть, да? Кроме свеч, ты еще термостат поменяешь? Не, уже. Ты уже поменял? Когда ты успел поменять? Раньше эту машину я чинил. Да? Я просто ему говорил, что нужно было свечи менять. Он сказал, что он сам поменяет. И никогда он не менял. А я сейчас могу свечи посмотреть, как они там. А есть клиенты, у которых ты за очень дорого готов машину купить? Что, у тебя? Да, у меня есть одна Audi. Хочешь? У меня есть Golf. Нужна? Нет. Встретились два друга по несчастью. Один говорит, у меня Golf есть, хочешь купить? Второй говорит, у меня Audi есть, хочешь купить? И никто ничего не хочет покупать. Я кабриолет хочу, Олег. Очень хочу кабриолет, но у меня пока денег нет. Короче, она прогорела. А ты ее будешь обратно ставить или нет? Да. Зачем? Потому что я еще новые свечи не купил. Так ты сегодня будешь покупать свечи? Да. Окей. А сколько свечи стоят? 60? 600? 600. Одна. Нет, 4. Слава богу. Ну тогда вообще дешево. И лицензия здесь до... Почти уже нет. Месяц. Да. Меньше месяц. Месяц лицензия здесь еще работает. Сколько стоит лицензия на нее? Это 1600 TC. Короче, чем крутая эта машина? Это маленькая, очень короткая база. Она легкая. И здесь 300 лошадиных сил. Она быстрая на прямой. Она быстрая в медленных поворотах. Она быстрая в быстрых поворотах. Она быстрая вообще в принципе. Единственная проблема в этой машине – это то, что у нее передний привод и избыточная мощность. То есть обычно на переднем приводе, если страшно или что-то происходит, или какой-то ужас, нужно нажать газ. И она как бы вытянет, и все будет нормально. В случае с этой машиной я не знаю, что делать, потому что здесь слишком много мощности, и колеса, скорее всего, идут в букс. Может быть, нет. You see, it's broken. Судя по вот этим свечам, да, Олег, надеюсь, прав. Просто поменяет свечи и будет кататься на клевой тачке. Я тоже надеюсь, что ты прав, Олег. Знаете, ребят, Олег, вот когда ему что-то очень нужно и интересно, он слышит все и всегда и везде. Когда нет, ничего не слышит, не понимает. У нас, как вы знаете, была любимая дорога, она соединяла новые территории и Коулун, и эта дорога знаменита тем, что там ездят либо фанаты, либо фанаты. Потому что есть несколько объездных, вернее, 2 объездных дороги, но они платные. Так вот, фанаты, там такая дорога, прямо один сплошной поворот. Фанаты там ездят каждый день и вечером приезжают туда кататься, доказывать, кто быстрее, кто лучше, кто круче. Ну и как бы это классная развлекуха. На эту дорогу начали приезжать полицейские, там постоянно ставят камеры, не камеры. В общем, людей туда стало приезжать меньше, и даже мне пришел оттуда штраф. Хотя я там особо как бы не гонял, и все совершенно случайно произошло. Я гонять перестал, Олег гонять перестал, начал ездить на оффроуд, но потом все-таки бензин в крови Олега притянул его на сторону правильную. Он купил Golf GTI и иногда выезжает и пробует, едет Golf GTI или нет. GTI? I want to see your GTI. Okay, waiting here. Yeah, man. Что делать? Олег, ты забыл свечу одну. Поставь, мне нужно... Ее выбросить? No. Олег, куда ее поставить-то? В машину на сиденье. On the floor. На крышу. Okay. Нет, Олег, я на крышу не положу. Я вот сюда вот. Олег, знаешь, что такое трактор?
Помни? Дизель. Очень похоже на дизельный Дизель? Это дизель? Дизель. Ребят, Олег взял нового гольфа GTI дизель. Поставил туда глушитель, выбросил глушитель и теперь пугает всех местных жителей. Ты знаешь, я когда был маленький, в 92-м году мы вернулись из Польши в Украину, и у моего отца была Волга дизельная. У нее отвалился глушитель. И знаешь, мы всегда знали, что папа едет домой. А у меня есть глушитель. Он сейчас, ты его выключил, что ли? Не, у меня есть глушитель. Но сейчас его не было. Есть. Есть кнопка, есть глушитель. У меня есть глушитель. Если нету глушителя, еще громче. Это 300 something horsepower. 300 лошадиных сил на колесах или на двигателе? I don't know. У тебя есть DC-5, которая не мощная. Она нормальная. Она круто управляется. И ты со всеми ездил, ну, как бы вот наравне. Что с вот этим? Никто со мной не играет. И тут такие котики заплакали. Олег такой грустный. Что такое? Ты на ней выезжал на скоростную? Да. Феррари, Порше, Макларен. С Феррари играть. То есть Макларен тоже, Феррари тоже плакал. Да. Ребята, вот знаете это чувство, когда все такие, это гольфик едет. Гольфик. И уехал. И все такие чуваки, которые потратили много денег на свои крутые тачки такие. Олег, что они говорят в этот момент, как ты думаешь? Ну, больше не можно на это играть. Никто со мной не играет. Сейчас я DC5 буду играть опять. Это просто будет здесь стоять. А можно с тобой как-нибудь съездить будет на ней? Да, конечно. Оригинальный, very close range. Feels like car crash. Very good brakes. Так, тормоза хорошие, оригинальные, в хорошем состоянии. Она легкая. Слушай, у тебя... Вот это легкая. Она легче, да? This one is Pirelli version. Гольф. Yeah, Pirelli version, KO4. It's a normal version, that's Pirelli version. А и чья-то? My partner. У тебя партнер появился? А где Луи? Louis, she do her own stuff. Слушайте, Валя, в жизни Олега столько всего поменялось. Yeah. Значит, Луи теперь уже отдельно чем-то занимается. Ты здесь чем-то отдельно занимаешься, как зовут чувака? I'm free for the girls. Ты что, с Луи разошелся? Просто шучу. Какие шутки-то? А что за парень, что за партнер, расскажи. Это мой друг. Вместе машины играем. Угу. Если я на гольфе буду играть, он со мной будет на гольф. Он очень быстрый. То есть вы теперь вдвоем ездите? Да. Когда мы вдвоем играем, никто с нами не играет. Когда кто-нибудь увидит две черных гольфа, они не будут играть. Потому что мой друг и я, мы вместе черные гольфы играем. А почему тот серый? Это ее машина, потому что немного вот этих машин. Он ее хорошую цену купил. И просто ее сохранит. Красиво очень машина. Мне тоже красиво. За одну ночь вот так устал. Ты видел, что у тебя разбилась противотуманка? Я знаю, у меня есть новая. Итог, что вот эту машину ты сегодня поменяешь свечи и на 100% уверен, что она будет бомбой. Ага. А ты не хочешь ее сделать прям супер классной, рассказать об этом видео и продать ее по видео? Я могу ее сделать, чтобы Project Car, да? Ага. Or I could just sell it. Ну ты чего хочешь? Ты ее хочешь продать или сделать из нее проект car? Ну, если я могу говну продать, Так. у меня есть побольше денег, я могу ее сделать и Project Car сделать. А сколько в нее нужно денег вложить? Я думаю, 25 тысяч, 20 тысяч. То есть смотри, если она в состоянии сейчас, она уходит за 30 тысяч. Легко. Если она в состоянии Project Car, она уходит за сколько? 80. Так, 30 плюс 25, 55. И получится заработать 30 еще. Хорошее вложение. Ребят, вот если бы... Вот я вот сейчас стою и думаю, может быть с Олегом вложить в нее 25 тысяч и продать ее за дорого. Олег, а если я вложу в нее 25 тысяч, ты мне будешь давать покататься?
Да, конечно. Ты не даешь денег, ты тоже можешь на нее прокататься. Я гонять не буду, гонять будет Олег. Олег тоже не гонять не будет, никто не гонять не будет ни на каких машинах. Я просто хочу... Да, правильно, Олег. Просто вот сесть, открыть окна, прокатиться со скоростью Ты открываешь окна. 45 км в час ночью. Ты окна открываешь, я кондиционер буду открывать, окей? Хорошо. Олег с кондиционером, я без кондиционера. Вечером прокатиться по набережной. Класс. Тихонечко. Главное, вот у Олега, когда едет, трактор, он орет и так далее. Это скромная машина, тихонечко едет. Я думаю, что ее нужно будет загнать в крутую мойку. Крутую мойку здесь. Я не крутой. Что я имею в виду подкататься, Олег? То есть я приезжаю сюда на Ауди, оставляю здесь Ауди, вот эту сажусь, еду в Сайкун, еду, ну, куда-нибудь, катаюсь, катаюсь на ней денек, перевожу обратно, такой, сажусь за Ауди, спокойно еду домой. Ну, правильно? Если что-нибудь, если я врезаюсь, то, ну, я плачу за ее ремонт. Если ты врезаешься, ты платишь за ее ремонт. Если кто-нибудь другой врезается, то кто-нибудь другой платит за ее ремонт. За этой машиной просто 3 людей будут, ну, 2. Ты и мой друг, я не буду за ней ехать. А почему ты не будешь на ней ехать? Мне нравится на кофе ездить. А я если... хочу, чтобы мой друг вот на это ездил, а я вот на это ездил. И потому что сейчас я и мой друг, мы играем, я и он, одинаковые машины. The same time. The same, exactly the same. No difference. Но ты думаешь, что это станет сделать? Либо он будет быстрее, либо наоборот. Мы сейчас думаем, какая будет быстрее, вот это или вот это. Ребят, сегодня день рождения у моего очень хорошего друга. Его зовут Джейсон. Happy birthday, Jason. If you see this video, my congratulations again. А вы, ребят, сможете увидеть, что такое мир артистов, мир творческих людей в Гонконге. Это место было построено Джейсоном и его командой. Двери мы пока закрываем, но не на замок. Это место находится в состоянии постоянного ремонта, строительства, реноваций. Вот мы сейчас с вами находимся на первом уровне, есть уровень выше. Дети обожают туда залазить, и это как бы для них супер домик на дереве. Вот здесь место, где обычно новых посетителей встречает огонь большой. Думаю, что он сегодня будет гореть. Ребят, вот эта вот штука круглая. Это арт-объект, который сделан из остатков нашего батута. Важный момент, не знаю, в тему или нет, вся эта штука работает на солнечных батареях. То есть музыка сейчас играет, все это аккумуляторы, которые за день зарядились, и вот полночи они будут разряжаться. Кстати, теперь автообзор. Это лучший автомобиль для вечеринки. Почему? Потому что сюда помещается запас алкоголя, достаточный для того, чтобы напоить 250 человек. Испытано, испробовано. Обратите внимание на эту крышу. То есть вообще, как это сделано, круто исполнено. Вот этот бронзовый артефакт, он из России. Невероятная история у вот именно вот этого чувака, но тем не менее он попал в классное, позитивное место. Изначально этот чувак планировался как держатель мамонтового бивня. Бивень должен был торчать вот отсюда и идти сюда, но Джейсон сделал из него такую-то оригинальную лампу.
Сейчас, наверное, будет плохо слышно, но вот чувак, на котором находится вот такой круг белый, да, он тоже из той же коллекции, откуда вот тот ненец или долганин. Ребят, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете про такие позитивные места, как вот это место. Называется, кстати, оно Live On. Хорошего вам настроения, позитива, улыбок и пока.